Представь, ты заходишь в музей, протягиваешь руку и касаешься предмета, которому 5000 лет. Предмета, которые современные инженеры не могут воспроизвести даже с неограниченным бюджетом. Такие вещи существуют. Их не прячут в секретных хранилищах. Они стоят в открытых залах, лежат в витринах, и любой желающий может купить билет и прийти. Каменный диск, который работает как промышленный насос. Бронзовый компьютер со дна моря. Железо, которое не ржавеет 1,5 тысячелетия. Батарея старше нашей эры. Стекло, меняющее цвет по законам квантовой физики. 100 тонн гранита в подземной нише шириной в 2 человеческих плеча. И 40 тысяч клинков, которые пролежали в земле 22 века и вышли из нее острыми. Сегодня разбираем 7 находок. Без пришельцев, без конспирологии. Только факты. И вопросы, на которые у науки пока нет ответа. 1936 год. Египет, некрополь Саккары. Археолог Уолтер Эмери вскрывает гробницу мелкого чиновника по имени Сабу, человека настолько незначительного, что его имя не сохранилось ни в одной хронике. Среди скромного погребального инвентаря лежал расколотый предмет из камня, диаметр 61 сантиметр. 3 изогнутые лопасти расходятся от центральной втулки и закручиваются, как лепестки пропеллера. Порода — метасилит. Это важно. Метасилит расслаивается от неловкого удара, как слюда. Вырезать из него тонкие, равномерно изогнутые лопасти без единого скола — задача, которую сложно решить даже современным инструментом. 5000 лет назад инструментом служили камень и мягкая медь. Один энтузиаст распечатал точную копию диска на трехмерном принтере, поставил в корпус с валом, и диск начал перекачивать воду. Мощно, стабильно, как классический центробежный импеллер. Без корпуса вращение создавало устойчивый водяной вихрь. Инженеры Airbus напечатали свои копии и подтвердили — аэродинамика работает. Египтолог Сирил Олд высказал осторожную мысль. Возможно, диск Сабу не оригинал, а копия. Каменный слепок с металлического прототипа, который был создан еще раньше и до нас не дошел. Если так, перед нами отпечаток технологии исчезнувшей, прежде чем люди научились ее записывать. Кто-то в долине Нила 5000 лет назад знал, как двигать воду центробежной силой. Это знание растворилось в песке, осталась только каменная тень. Египет не отпускает. Но теперь уйдем глубже, буквально под землю. 1850 год. Французский археолог Агюст Мариет замечает каменного сфинкса, торчащего из песка у пирамиды Джосера. Он раскапывает целую аллею и понимает, что она ведет ко входу в подземное сооружение. Чтобы пробиться внутрь, команде пришлось использовать динамит. Проходы были запечатаны намертво. Внутри — лабиринт тоннелей, вырубленных в известняке. В главной галерее по обе стороны коридора стоят 25 гигантских коробов из черного и розового гранита. 4 метра в длину, 2,5 в ширину, 3 в высоту. Крышка отдельно — 30 тонн. Общий вес контейнера около 100 тонн. Столько весит груженный железнодорожный вагон. Официальная версия — здесь хоронили священных быков Аписа. Проблема в том, что ни в одном скрытом коробе нет ни костей, ни следов мумификации. Зато есть точность, которая не поддается объяснению. Инженер Кристофер Дан, 49 лет в высокотехнологичном производстве, замерил внутренние поверхности 2 коробов промышленным калибром. Допуск — 2 десятитысячных дюйма. Стенки плоские до уровня, который в современном производстве достигается только на станках СЧПУ. Прямые углы выдержаны идеально. Радиус в углах — несколько миллиметров. Когда Дан спросил американскую фирму, можно ли повторить такой короб из цельного куска гранита, ему ответили честно — нет. Только из 6 отдельных плит. Древние мастера вырезали каждый из монолита, добытого в Исфаане, за 800 километров. Некоторые коробы сделаны из диорита, породы, которая тверже гранита. Тоннели настолько узки, что 2 человека едва расходятся плечами.
Как сюда занесли статонные блоки, развернули их в узких коридорах и опустили в ниши с зазором в 40 сантиметров, наука молчит. Физически негде поставить рычаг, негде разместить бригаду. Посреди тоннеля стоит один незаконченный короб, словно мастера просто ушли однажды и не вернулись. Грубые иероглифы на внешних стенках выглядят как надписи туристов на памятнике. Нанесенные позже, другими руками, поверх зеркальной полировки, смысл которой они уже не понимали. Как думаешь, что хранилось внутри? Напиши в комментариях. Переместимся из Египта в Ирак. Тот же 1936 год и снова неожиданная находка. При строительстве железной дороги под Багдадом рабочие вскрыли захоронение парфянской эпохи близ руин Ктесифона. Среди предметов оказался глиняный кувшин высотой 14 сантиметров. Внутри — медный цилиндр. В центре цилиндра, не касаясь стенок, подвешен железный стержень. Горлышко запечатано битумной пробкой. Вильгельм Кёник, директор Национального музея Ирака, взял кувшин в руки и сразу узнал конструкцию. Это гальванический элемент. Два металла с разным электрохимическим потенциалом, пространство для электролита. Следы коррозии на стенках — кислота. Скорее всего, уксус или виноградный сок. Американский ученый Уиллард Грей собрал точную копию, залил виноградный сок, и кувшин дал ток. Около 1 вольта. Несколько таких кувшинов, соединенных вместе, дали бы достаточно тока для гальванического золочения украшений. Это опережает изобретение вольты минимум на 16 столетий. В 2003 году, во время вторжения в Ирак, батарея была похищена из музея. Где она сейчас, неизвестно. Мы потеряли, возможно, древнейшее электрическое устройство в истории и уже не можем провести полноценный современный анализ. 1901 год. Греческие ныряльщики за губками попали в шторм у небольшого острова Антикитера. Капитан отправил водолаза на дно, переждать непогоду с пользой. Тот вынырнул в панике и кричал про мертвецов на глубине 60 метров. Никаких мертвецов там не было. Были мраморные статуи, останки римского грузового корабля, затонувшего около 70-го года до нашей эры. Среди скульптуры монет лежал невзрачный кусок позеленевшей бронзы. 2 года он пылился в запасниках Национального музея Афин, пока один политик не заметил в трещине что-то блестящее. Это была шестеренка. Рентгеновский томограф в начале 2000-х вскрыл то, что скрывалось внутри. 37 бронзовых шестерен. Самая большая диаметром 13 сантиметров, 223 зуба. Устройство размером с книгу вычисляло положение Солнца, Луны и 5 планет. Предсказывало затмение, отслеживало олимпийские циклы, показывало фазы Луны. Но главное — как? Механизм учитывал, что Луна движется по эллипсу и меняет скорость. Для этого внутри стояли 2 шестерни на смещенной оси. Фактически дифференциал. Тот самый принцип, по которому колеса вашей машины крутятся с разной скоростью на повороте. Зубцы нарезаны с точностью, которую невозможно достичь ручным напильником. Надписи на задней панели, расшифрованные через томографию, оказались инструкцией по эксплуатации. Цветные шарики на утраченных стрелках лицевой панели обозначали планеты. Красный — Марс, золотой — Солнце. Цицерон в I веке до нашей эры описывал похожий прибор, созданный Архимедом в Сиракузах. Значит, антикитерский механизм не был уникальным. Он принадлежал традиции, от которой до нас дошел один единственный экземпляр, случайно поднятый со дна моря спустя 2 тысячелетия. Из морских глубин на открытый воздух индийского города. Во дворе мечети Кувват-уль-Ислам в Дели стоит железная колонна. Высота — 7 метров 20 сантиметров. Вес — больше 6 тонн. Возраст — около 1500 лет. Снаружи муссонные ливни, летний зной, перепады влажности. Обычное железо в делийском климате покрывается ржавчиной за несколько лет. Эйфелеву башню перекрашивают каждые 7 лет. Колонна стоит без единого грамма краски, и на ней почти нет коррозии. В X веке в нее попало пушечное ядро.
она выдержала. Британские химики начали брать образцы еще в 1912 году. Ответ пришел через 91 год. Профессор Балакришнан из Технологического института в Канпуре выяснил, железо колонны содержит около 1% фосфора при почти полном отсутствии серы и марганца. Такой состав запускает образование тончайшего слоя кристаллического фосфата железа, невидимого щита, который сам восстанавливается при каждом цикле намокания и высыхания. Древние кузнецы создали природный аналог нержавеющей стали за 15 веков до ее изобретения. Без приборов, без таблиц, только руки и огонь. Современная металлургия это сочетание до сих пор не воспроизвела. А из какой страны смотришь ты? Напиши в комментариях. Следующий предмет выглядит как произведение искусства и является им, но скрывает внутри технологию, которую наука переоткрыла только в 20 веке. В Британском музее за бронированным стеклом стоит кубок Ликурга, единственный полностью сохранившийся образец дихроичного стекла из античности. При дневном свете он зеленый, цвет нефрита. Поставь источник света позади, и он вспыхивает рубиново-красным. На поверхности вырезана сцена. Фракийский царь Ликург запутался в виноградных лозах, насланных Дионисом, и погибает. Но смена цвета — не резьба, она в самом стекле. В 90-х ученые рассмотрели осколки похожего римского стекла под электронным микроскопом. Внутри частицы сплава золота и серебра размером около 50 нанометров, в 1000 раз меньше крупинки соли. Когда свет касается этих вкраплений, электроны металла колеблются, меняя длину волны. Серебро дает зеленый на отражение, золото — красный на просвет. Это плазмонный резонанс. Сегодня тот же эффект используют в биосенсорах и голографических технологиях. Римские мастера сделали это без микроскопа, без спектрометра, без понимания квантовой физики. Ученые Кембриджа воспроизвели похожий эффект лишь в 2014 году. Секрет умер вместе с Римской империей. Кубок остался единственным свидетелем. И сегодня этот принцип пытаются применить для детекторов загрязнения воды. Пиршественная чаша может спасти миллионы жизней спустя 17 веков. Последняя находка стоит на открытом воздухе и принимает 1000 туристов в день. Но внутри нее спрятан секрет, который ученые разгадывали 40 лет. И разгадали не так, как ожидали. 1974 год. Крестьяне копали колодец у китайского Сиань и наткнулись на глиняный фрагмент. Так начались раскопки терракотовой армии. 8000 полноразмерных воинов, коней и колесниц из обожженной глины. Каждая фигура в человеческий рост. Ни одно лицо не повторяется. Армия охраняет гробницу первого императора Объединенного Китая, Цинь Шихуанди. На строительство комплекса ушло 700 тысяч рабочих. Раскопано меньше 1% территории. Из ям подняли более 40 тысяч единиц оружия. После 2200 лет под землей клинки сверкали как новые. Лезвия оставались острыми. 40 лет ученые думали, что знают ответ. Хромовое покрытие. На бронзе нашли следы хрома, а хроматирование в Европе запатентовали только в 20 веке. Казалось, вот оно. Но совместное исследование Университетского колледжа Лондона и Музея терракотовой армии в 2019 году все опровергло. Хром попал на мечи с лакового покрытия деревянных рукоятей. К сохранности бронзы он не имел отношения. Настоящий секрет в сплаве и в земле. Бронза с высоким содержанием олова плюс щелочной лёссовый грунт Сиань. Низкая кислотность, мелкие частицы, почти нет органики. Реплики, закопанные в местную почву, через 4 месяца испытаний вышли нетронутыми. Те же образцы в британской земле за тот же срок покрылись коррозией. Мастера династии Цинь не знали слов «электрохимия» или «щелочная среда». Но они нашли сочетание, которое сработало. 40 тысяч клинков пролежали в темноте больше 2000 как армия, ждущая приказа, который никто не отменил.
Что из этого удивило тебя больше всего? Каменная турбина, морской компьютер или батарея, которую мы потеряли дважды? Сначала забыли, потом украли? Напиши в комментариях. Все 7 предметов реальны, задокументированы, хранятся в музеях с открытыми дверями. Ни один не требует пришельцев, но каждый требует честного признания. Мы не знаем всего о прошлом. И то, что мы называем открытиями, древние люди, возможно, называли обычной работой. История не прямая линия от простого к сложному. Это что-то больше похожее на прилив и отлив. Знания накапливаются, потом теряются, потом снова открываются. Иногда через 1000 лет, иногда через 5000. И каждый раз мы удивляемся, будто это случается впервые. Настоящий вопрос не «как они это сделали», а «что еще мы не нашли».